Русские пленницы в неволе. Зачем похищали славянок? Институт рабства существовал издревле, и не было ни одной страны в мире, включая Киевскую Русь, в которой не использовался бы принудительный труд. Чем более развитым было общество, тем больше ему требовались рабы, так как многие виды работ были настолько тяжелы и опасны, что собственных граждан отправлять туда было неразумно. Каменотесы жили несколько лет, а потом умирали от проблем с легкими, рабочие соляных копий и шахтеры не выдерживали тяжелого труда под землей. Срок жизни гребцов на турецких галерах составлял менее полугода. Говорить о гладиаторах или рабских армиях Востока не приходится совсем. Иное дело женщины. Им выпадали другие роли, хотя еще неизвестно, что было хуже. Рабы не делились на две категории: для сексуальных утех и рождения детей и для работы. В первую категорию попадали молодые и красивые пленницы, которых похищали осторожно, стараясь не повредить ценному грузу, стоимость которого могла превышать заработок работорговца за всю жизнь. Однако на пути могло случаться всякое, и редкая красавица обходилась без насилия на пути из разоренного дома до рабского рынка. По мере старения и ухудшения внешности, женщина переходила на роль кормилицы и няньки, детям хозяина, домашней прислуги, работницы на стирке белья, где также тяжелейшие условия, а в последнем варианте уже безразличие на половые признаки, как чернорабочие. Древний Рим на западе, Китай на востоке активно поглощали рабов со всего света, на смену им пришли Византия. А затем империя османов и многочисленные мусульманские халифаты в Африке и на Ближнем Востоке, платившие щедро за рабов из христиан и язычников. Ислам и христианство запрещали обращать в рабство единоверцев, поэтому основными местами вывоза рабов стали славянские страны, а также Кавказ, земли Великого княжества Литовского. Бизнес процветал столетиями. После сбора урожая на север двигались многочисленные конные отряды из Крыма или с Волги, нападавшие на приграничные поселения и делавшие рейды глубоко внутрь страны. Целью был не только грабеж ценного, но и сбор рабов и угон их с собой. Как правило, предпочитали брать детей и молодых женщин. Старики были бесполезны, а мужчины довольно опасны в переходе и могут учинить побег, их проще убить. Как ни странно, но гарнизоны защитников в русских владениях появились очень поздно, и набрав добычу, южане спокойно уходили домой, ведя за собой сотни невольников в Крым, где был крупный перевалочный центр работорговли. Там жертв можно было продать на арендованном судне невольников, везли дальше в Стамбул, в Египет и даже в Тунис и испанские владения мавров. Занимались работорговлей еврейские странствующие купцы-радханиты, которые на протяжении раннего Средневековья контролировали торговлю между исламским Востоком и христианской Европой. Один из их путей проходил в том числе через Хазарский каганат. Во время пути рабам приходилось испытывать мучения. С одним судном их нередко поднимали такое множество, что от тесноты они не могли ни двигаться, ни прилечь на пол. Стоя принимали пищу и стоя спали. Те, кто выживет до конца пути в условиях жажды, полуголода и насилия. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли дети от браков разных народов или это миф, почему женщины предпочитают иностранных мужчин и как с этим связана биология, и вообще как ведется половой отбор и наследуются признаки, какова роль разных народов в революциях и войнах прошлых веков, почему Гитлер истреблял евреев, была ли советская власть благом для русского народа или истребила его,
Существует ли черный расизм? И многое-многое другое. Подписывайтесь на Boosty и Patreon и получайте доступ к эксклюзивному контенту и обсуждениям. Не попадет в руки к пиратам, будет выведен на базарную площадь, привязан к столбу, полностью обнаженным, пока кто-то из покупателей не обратит на него внимания. И если возле голых славянских красавиц собирались огромные толпы глазеющих зевак и покупателей, то дети могли провести на базаре не одну неделю, прежде чем их кто-то купит. За столетия сложились целые кланы. Так, из рабов родом из Кипчакской степи были сформированы воинские отряды в Египте, где местные не очень хотели воевать сами, а затем уже эти отряды, под названием мамлюков, сами пришли к власти и ставили своих правителей. Еще ранее в Кордовском Эмирате в Испании славянские рабы стали гвардией, а затем аналогично правящим классом. Поток рабов был очень большим. Недаром набережная в Венеции называется Скивоне, что в переводе означает «славянская». Именно здесь располагался большой невольничий рынок, а самый крупный действовал на французском юге в Руссельоне, куда приезжали богатые сеньоры со всей Европы. Путешественник из Европы записал однажды в Крыму, как местный житель, завидя вереницы рабов с севера, удивился и спросил, а остались в тех землях еще хоть какие-то люди? Со временем торговлю восточноевропейскими рабами захватили итальянские города Генуя и Венеция, но церемониться с ними стали еще меньше, и капитанам кораблей предписывалось: если кораблю угрожает гибель, то для спасения его следует выбросить золото, серебро, лошадей, рабов и других животных. И это несколько поменяло порядки. В Европе русские, польки и литовки не считались совсем дикими, как негры Африки, но и как полноценные и равные тоже не рассматривались. Еретики и лжехристиане, как именовали православных, получали нечто среднее – сельскохозяйственные работы и роль кормилиц и нянек для детей. Поэтому африканки стоили наполовину дешевле, чем даже самая невзрачная славянка или литовская женщина. Тем не менее, дети такой рабыни будут отлучены от матери и проданы, а она сама будет постоянно сдаваться в наем по разным семьям, принося хозяину доход. Считается, что русские рабыни высоко ценились и стоили намного дороже из-за красоты, но это очередной миф. На деле торговцы часто скрывали происхождение рабов, выдавая русских за поляков, так как бытовало мнение, что русские хитрые, ленивые, склонные к обману и вероломству, и оттого могут быть опасны для хозяев, чем более послушные поляки. Украинский историк Иван Лучицкий рабыню русскую, всегда молодую, покупали безусловно, и затем по истечении известного времени ее ребенок или дети продавались или отсылались в приют, а она сама уступалась во временное пользование другому лицу в качестве, большую частью, кормилицы. Это было делом крайне выгодным для рабовладельца. Покупая за высокую плату русскую рабыню, рабовладелец легко выручал свои затраты путем найма ее на время. Особенно улучшились в этом отношении его шансы, когда в Перпиньяне, столице Руссельона, вошло со второй половины 15 века во всеобщую моду держать русских кормилиц. Российский историк Василий Ключевский писал, что по берегам Черного и Средиземного было множество рабынь, укачивающих хозяйских детей под польские и русские колыбельные песни. Примерно 25% от всех рабов составляли выходцы из русских земель. За столетия торговли не менее нескольких миллионов человек стали жертвами этой порочной системы. Интересным остается вопрос, а где были в это время русские богатыри или польские шляхтичи, и почему они не защищали своих братьев от позорной судьбы? Начнем с того, что нередко в рабство крестьян могли продать не только татары, но и братья по вере казаки Запорожья, к примеру. Есть множество примеров, когда русских рабов выкупали соплеменники на чужбине, особенно молодых женщин. Русские правители 15 века собирались полоняничные деньги. И этот сбор стал регулярным налогом, примерно 2 рубля от сахи в год, на которые выкупли пленников. Правда, число это было невелико. С началом Возрождения держать дома рабов стало немодным.
тем более рабов-христиан. Практика оставались, но уже скорее как скрытая и позорная. Османы также постепенно слабели и уже не могли закупать людей в промышленных масштабах. А вскоре Россия начала крепнуть и уже не отдавать так дешево своих людей. Итальянский поэт и гуманист Франческо Петрарка критиковал засилие рабов в стране и сравнил эти искаженные скифские лица, поразившие город смутным потоком, который уничтожает блеск чистого. В XVIII веке армия Российской империи завоевала Крым. Казалось бы, история работорговли должна была закончиться сразу, но Северный Кавказ еще долгие годы был оплотом торговли живым товаром. Даже в начале XIX века в Османскую империю переправлялось от 3 до 4 тысяч невольников. Как и в средние века, тогда больше всего ценились молодые красивые женщины славянской внешности. Пресечь это явление удалось благодаря русскому флоту, который не допускал вывоза невольников по морю. В результате работорговля стала невыгодна. Об этом упоминал и английский путешественник Эдмонд Спенсер, который в 30-х годах XVIII века ехал через Кавказ. Но деньги, заработанные когда-то на работорговле, все еще крутятся в финансовом мире. Так, клан Гримальди из Генуи владеет крупнейшей сетью банков в Италии и Монако, и именно эта семья когда-то была владельцем крымских рабских колоний. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.